привет! Вы снова на моем канале Мастер Кнотс 007. Сегодня я постараюсь помочь вам разобраться, как же плести репсовые узлы, диагональные репсовые узлы. Именно этот узел вызывает у начинающих мастеров много трудностей. Давайте разбираться вместе. Сегодня мы научимся плести репсовые диагональные узлы сначала в правую сторону, а затем в левую сторону. Для начала нам нужно разобраться, какая нить будет являться основной. Основной будет являться та нить, на которую мы будем навивать репсовые узлы. Она называется нитью основы или основной. Сейчас она у меня находится в правой руке. Теперь мы берем рабочие нити и начинаем последовательно обвивать нашу нить основы. Держите основную нить всегда в натянутом состоянии и затягивайте узел только рабочей нитью. Репсовый узел состоит из двух одинаковых витков, то есть мы будем повторять для репсового узла дважды одни и те же действия. Итак, смотрите внимательно. Основная нить находится в правой руке, левой рукой мы берем рабочую нить и делаем первый виток, затягивая именно рабочую нить и очень крепко натягивая нить основы. Это позволяет репсовому узлу ложиться ровно и аккуратно. Помните, что именно здесь многие начинающие мастера делают ошибку. Они стараются затягивать репсовый узел сразу двумя нитями, и у них ничего не получается. Поэтому обратите еще раз внимание, что вы натягиваете нить основы, а репсовые узлы вы затягиваете именно рабочей нитью. В правой руке у нас находится основная нить, левой рукой мы обвиваем двумя витками, делая репсовые узлы. Вот мы закончили одну диагональную дорожку в правую сторону. Давайте теперь выполним то же самое, только в левую сторону. Теперь основная нить у нас в левой руке, а правой рукой мы будем брать рабочие нити и также дважды обвивать основную нить. Теперь репсовый узел мы будем подтягивать правой рукой, как бы немного вверх и в правую сторону, а в левую мы направляем нашу диагональ. Старайтесь помнить о том, что нить основы должна быть натянута, а узлы мы затягиваем именно рабочими нитями. Репсовый узел состоит из двух одинаковых витков. Помогайте себе большим пальцем руки. Это позволяет придерживать узел и не давать ему распускаться. Вот так плетутся диагональные репсовые узлы в левую сторону. Давайте закрепим пройденный нами материал. Еще сплетем одну дорожку, только теперь вправо. Берем основную нить в правую руку, а левой рукой начинаем обвивать нить основы, затягивая именно рабочую нить немного влево и в сторону. Держите нить основы под углом 45 градусов к вашему основанию и постарайтесь держать ее все время натянутой. Поначалу, возможно, у вас не будет так получаться быстро и ловко, но все приходит только с опытом. Когда-то у меня не получался репсовый узел, и я никак не могла понять, в чем мои проблемы. Теперь я точно знаю, нужно держать основную нить в натяжении, а репсовые узлы делать и затягивать именно рабочей нитью. Плетите с удовольствием. Я надеюсь, что мой урок вам помог. Спасибо за просмотр. Всем пока!